Привет, друзья! Вы на канале «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Обязательно включите субтитры. Я нахожусь в Аргентине, то есть в южном полушарии. Но вы, возможно, находитесь в северном полушарии, и у вас сейчас зима. А сегодня я хочу поговорить про жару и ту лексику, которую мы используем, когда говорим о жаре. Ну и поговорим о том, как выживать в такую жару. Давайте начинать. Уже 2 недели в Буэнос-Айресе стоит жара. 2 недели в городе стоит неимоверная жара. Очень жарко. Но сегодня пасмурно. На небе облака, нет солнца, и сегодня пасмурно или облачно. Ну и вроде это хорошо, но с другой стороны, в эти дни очень высокая влажность. То есть много воды в воздухе. И поэтому очень-очень душно. Вот сегодня прям очень душно. И обычно, когда на улице так душно, это означает, что скоро будет гроза, или шторм, или ливень, или все сразу. У меня было видео из города Нови Сад в Сербии, вот здесь будет ссылка, и там я показывал жару, шторм и последствия шторма. Так что да, очень-очень душно. Когда на улице жарко, и особенно когда на улице душно, то мы потеем. Да? Глагол «потеть», «вспотеть» — совершенный и несовершенный вид. Я еще не вспотел, почти не вспотел, потому что я только недавно вышел из дома. Но обычно, когда сильная жара и когда душно, когда духота, когда духота на улице, то я сильно потею. Я вообще не люблю, когда жарко и влажно. Я легче переношу жару, если более сухо. Если жарко и сухо, то все нормально, я легче переношу жару. Но если жарко и влажно, то есть если душно, то я с трудом переношу высокую температуру. У меня начинают плавиться мозги, и мне сложно сконцентрироваться, мне сложно думать, сложно работать. Вот. А какую жару предпочитаете вы? Когда воздух сухой или когда воздух влажный? Например, есть баня, русская баня и финская сауна. В сауне воздух сухой, в бане влажный. Однако я люблю баню. Но я не люблю, когда баня на улице. Когда жарко, мы обычно носим солнцезащитные очки. Когда жарко и солнечно. Однако сегодня пасмурно, не солнечно, и поэтому мне не нужны мои солнцезащитные очки. Обычно еще я ношу какой-то головной убор. Чаще всего это кепка. Вот. Чаще всего я ношу кепку. Но сегодня нет солнца, и мне не нужна кепка. И мне не нужны мои солнцезащитные очки. И я сегодня не использую крем от загара или крем против загара. Я его не использую. Кстати, что такое загар? В России очень популярно загорать. То есть, когда на тебя светит солнце, ты лежишь, и твоя кожа потихонечку
становится темнее. Этот процесс мы называем загар. Да? Загар, загорать. Я вообще не очень люблю загорать, но в России очень многие люди любят загорать. Это очень популярно, потому что в России очень мало солнечных дней. Но здесь, в Аргентине, другая проблема. Здесь проблема в том, что здесь слишком много солнца. И солнце очень сильное, то есть очень высокий уровень ультрафиолетового излучения. Да, солнце очень сильное, и ты мгновенно сгораешь. Да, сгореть означает получить солнечный ожог. То есть это плохо, когда ты сгораешь. Обычно... я начал потеть. Обычно сегодня 36 градусов, друзья, 36 градусов. Так вот, когда твоя кожа становится красной и начинает болеть, это означает, что ты сгорел. Да? Я слишком долго загорал и сгорел. Когда жарко, нужно пить или потреблять большое количество воды. Обязательно нужно пить больше воды. Иначе у тебя будет обезвоживание. Обезвоживание. То есть недостаток воды в организме. Я хочу пить, но у меня нет воды. Кстати, интересный факт. В русском языке нельзя сказать I'm thirsty. Да? Можно сказать «я голоден», но нельзя сказать, что мы можем сказать только «я хочу пить». Я хочу пить, я голоден и я хочу пить. Именно так. Мы не говорим «я жаждущий», «я голодный» и «я жаждущий». Нет, так мы не говорим. Хотя жажда – это желание пить воду. Да? У меня сильная жажда, то есть я сильно-сильно хочу пить. Но мы не используем это слово. Мы говорим «я голодный», то есть я хочу есть, и я хочу пить. Буэнос-Айрес очень интересный город, потому что с одной стороны здесь много асфальта и бетона. И асфальт раскаляется, бетон раскаляется, и вся эта масса отдает тепло, и температура выше, чем где-то за городом. Однако в Буэнос-Айресе очень много деревьев, как вы можете видеть. Очень много деревьев и очень высокие дома. Не такие, как здесь. Этот район скорее исключение. Но обычно в Буэнос-Айресе очень высокие дома, и эти дома создают тень. Создают тень. То есть ты всегда можешь ходить в тени. Это очень приятно, и еще очень часто бывают ветра, сильные ветра, такие. Вот. Поэтому в Буэнос-Айресе недостаток асфальта и воды компенсируется тенью и деревьями. Кстати, кроме деревьев и тени, есть еще один большой плюс. Это то, что в Буэнос-Айресе, во многих домах есть бассейны. На крыше дома или во дворе дома во многих домах будет бассейн. И это очень классно, что можно в такую жару искупаться. Это очень-очень круто. Еще один гигантский плюс – это то, что в Буэнос-Айресе огромное количество магазинов с мороженым. Мороженое ты можешь купить практически на каждом углу. И это очень-очень круто, потому что это лучшее, что можно есть в жару. И оно здесь
очень вкусное и недорогое. Я купил полкилограмма мороженого. Юху! Все, я уже вспотел и хочу пойти домой. Хочу сидеть под кондиционером, где не так жарко. Друзья, а что вы делаете, когда на улице так жарко и душно? Напишите в комментариях, и до встречи в следующем видео. Пока!